for all of you teenagers, the long-haired Steppenwolf rock and roller. So let's have a fine welcome. Всем добрый день! Сегодня поговорим об одной из любимейшей группе американских байкеров Steppenwolf. Это поистине удивительная история, достойная художественного воплощения. Ведь многие могли уже забыть про нее, когда на третьем диске у Бонни М через одну вещь после Распутина появилась длинная и мрачная песня про степного волка, никто не вспомнил про одноименную группу, чья песня 10 годами раньше была настоящим танцевальным шлягером. Steppenwolf оказался забыт, как и книга «Записки серого волка». Еще один теневой бестселлер конца 60-х, который написал эстонский рецидивист Ахта Леви. В 1944 году в городке Тильзит в Восточной Пруссии, а ныне города Советска Калининградской области, родился мальчик Йоахим Фриц Клауледат. Его отец погиб на Восточном фронте за месяц до его рождения. А в начале 45-го его мать с маленьким Йоахимом на руках бежала от наступающей советской армии из Восточной Пруссии. Однако их поезд застрял возле Арнштадта, а эта территория оказалась частью германской зоны советского влияния. В 1949 году женщина уже с маленьким черноволосым мальчиком в числе группы удачливых беженцев сумела пересечь границу ГДР и ФРГ и перебраться в город Ганновер. Об этом даже поется в одной из песен группы. Уже будучи подростком, Йоахим часто слушал радио вооруженных сил США, базирующихся на территории Западной Германии. Его глубоко затронула и увлекла популярная в те годы музыка, в особенности рок-н-ролл. Он не знал еще тогда английского, но первобытная энергетика той музыки проникла в его душу и сознание. В 1958-м семья Йоахима Фрица переехала в Канаду. Минуло 7 лет, мальчик вырос, окончил школу в городе Торонто, освоил гитару и английский язык. В 1965-м, в год своего совершеннолетия, Йоахим Фриц Клауледат становится Джоном Кеем и присоединяется к одной из местных музыкальных групп под названием «Воробьи», игравшей фолк и блюз-рок. В 1966-м на одной из местных студий они даже записали несколько песен. Летом 1967-го в поисках работы они добрались до Лос-Анджелеса, где они устроились играть в какой-то кофейне, постепенно отходя от традиционных рок-н-роллов и медляков, и все более увлекаясь утяжелением своего саунда, ориентируясь на британский рок. Именно там их впервые и услышал еще совсем молодой продюсер Гэбриэл Мэклер, которому группа и доверила свое будущее. Мэклер взялся продюсировать команду, однако, чтобы уверенно двигаться вперед и дальше, пришлось произвести перестройку состава и сменить заурядное название. Таким образом, к 3 из 5 оставшихся канадцев — Джон Кей, вокал и гитара, Джерри Эдмонтон на ударных, Гоуди МакДжон на клавишных, присоединились американцы Раштон Морев на бас-гитаре и юное 17-летнее дарование Майкл Монарх на гитаре, занявший место брата Джерри Денниса Эдмонта, ушедшего строить сольную карьеру под псевдонимом Марс Бонфайр. Новое же название группе предложил сам Мэклер, на которого произвел впечатление не так давно прочитанный им роман «Степной волк» швейцарского прозаика первой половины 20-го столетия Германа Гессе.
Никто из музыкантов об этой книге ничего не знал, поэтому и возражений не последовало. Так, собственно, и сформировалась группа. А их первый контракт Мэклер согласовал с компанией ABC. Первым делом был записан сингл, а в конце 67-го и большой лонгплей. Кстати, о тяжелом металле. Много споров идет о том, кто первый употребил выражение «heavy metal». Пальму первенства обычно отдают писателю Уильяму Берроузу, а Степпенвулф уверенно занимают второе место. И все благодаря одной строчке из песни «Рожденный быть диким», ну или вольным. А именно «Я люблю дым и молнии, гром тяжелого металла, гоняющегося с ветром». Когда-то на обложке одного из номеров журнала Billboard в качестве рекламного постера был изображен мотоцикл в полете, словно бы прорывающий обложку. Бывший воробей Деннис Эдмонтон и надумал, впечатлившись от этой картинки, себе свой псевдоним Марс Бонфайр, под которым и написал свой супершлягер для группы. Позднее под этим же ником он придумает еще несколько расхожих композиций, но именно эта песня останется и самым первым, и самым известным его творением. Эта же песня станет стержневой программной песней всей пластинки, и исторически будет знаменательной еще и тем, по крайней мере, так принято считать, что даст путевку в жизнь термину heavy metal, хотя в песне это словосочетание содержит совершенно иной контекст. Из интервью Джона Кея: он написал эту песню, ибо мечтал заработать на мотоцикл American Motors Matador. Это придало бы ему чувство независимости и свободы, вот и вдохновило на написание песни. Но на мотоциклах он повернут не был. В песне о них и не поется, там сказано «вруби свой мотор». Это могло быть что угодно. На самом деле он писал о стародавнем развлечении американских подростков – гонять по шоссе и пугать нормальных водителей. Хит оказался очень ко времени. Вокруг только и твердили о независимости, ином образе жизни, об альтернативе, свободе от родительской опеки. В общем, он соответствовал бунтарскому настроению молодежи. В 2004 году журнал Rolling Stone включил эту песню в 500 лучших песен всех времен, расположив ее на 129 месте. А в 2018 году композиция введена в символический зал славы рок-н-ролла. Культовость песни окончательно утвердилась после того, как она попала в саундтрек фильма «Беспечный ездок». Роуд-муви про байкера очень понравился представителям этой знаковой профессии и стала своеобразным байкерским гимном, и по сей день им и остается. Своим свежим и смелым звучанием группа задала старт формированию нового фан-движения. Публика, в основе своей молодежная, на просторах западного побережья уже созрела для чего-то подобного. А на подходе к похожему звучанию уже были Криденсы и некоторые другие, но их время еще не пришло. Таким образом, Степпенвулф оказались пионерами рока с жесткой ритмичной основой и небывалой интенсивностью. Подобный саунд уже с полным основанием можно было считать проявлением раннего хард-рока. И этот вокал Джона Кея, этот удивительно особенный, колючий, с брутальной хрипотцой, без заметного акцента, необычный в своем роде вокал этнического немца. Менее чем за 10 лет жизни в Канаде Джон добротно освоил английский язык, чего Клаус Майне так и не смог за 45. Тут, конечно, безусловно, сказалась среда обитания, где Джон Кей вынужден был применять инородный для себя язык, что называется, на постоянной основе, тогда как старина Клаус лишь по работе. Кроме того, особая тема — это тексты песен группы. Тут не стоит понимать все, что в них озвучивается Джоном Кеем буквально.
И если в этих песнях звучал некий протест против военщины, поносились власти всех мастей или призывалось бороться с разгулом преступности и наркотиками, то это еще не значило, что музыканты группы являлись убежденными пацифистами, борцами за разного рода свободы и яростными противниками правительства. Обо всем таком говорили и пели тогда многие, таковы были веяния времени. И Степенволф в этом смысле не были оригиналами, так же, как и обойти извечную любовную тему они не смогли. Неожиданный успех дебютного альбома стремительно вывел безызвестную группу в число самых востребованных. Однако гастрольные поездки, заманчивые участия в разного рода акциях и праздничных мероприятиях, масштабных и скромных фестивалях не смогли отвлечь музыкантов от главного для них дела. И уже во второй половине 1968 года все тем же составом группа с головой ушла в работу над своим вторым альбомом. Но в итоге вторая пластинка стала скорее закреплением достигнутого, чем шагом вперед. По-прежнему Джону и его команде было не занимать энтузиазма, а успешная работа клавишных придавала саунду даже некоторую утонченность. В альбом вошли несколько хитов, которые попали в пятерку лучших песен своего времени. К примеру, эта песня со второго альбома очень долго держалась на высоких местах в чартах. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. 1969 год приносит вновь два альбома. Один программный, другой ретроспективный под названием «Ранний Степенволф», в который вошли наработки 1966 и 1967 годов. Кроме того, группа впервые выбирается в Европу, встретив и там восторженный прием публики и критики. Озадачивало лишь одно. Третий альбом был выдержан в ключе двух первых, однако от него отдавало некой попсовостью за счет злоупотребления клавишными. Тем не менее, популярность группы не спадает. 70-й год и вновь два альбома. Порядковый, монстр и концертный. Последний как раз и свидетельствовал о популярности группы. Самый политически заряженный альбом группы «Монстр» поставил под сомнению политику президента Никсона. В одноименной песне есть такие строчки: «Америка, где ты сейчас? Тебе наплевать на своих сыновей и дочерей. Разве ты не знаешь, что ты нам нужна сейчас?» И что удивительно, песня оказалась колоссальным хитом. В том же 70-м группа выпустила еще и альбом Steppenwolf 7, который некоторые считают самым лучшим альбомом группы. А песню Snowblind Friend особенно ценили благодаря тому, что она фокусировала внимание на злоупотреблении наркотиками и проблемах, связанных с этим. Для 70-го года в Америке это было очень актуально. When you last saw your good friend lying on the pavement with the misery on his brain. Сегодня совершенно ясно, что 70-й год был пиком карьеры группы. Уже в следующем году, несмотря на еще два альбома, в том числе студийный сборник,
тиражи пластинок и сборы от концертов заметно снизились. Перезаключенный в этом же году контракт с RCA был существенно лучше, но основная масса денег уже проехала мимо карманов музыкантов. Значимые хиты перестали появляться на дисках, а новые эксперименты фанаты группы не оценили. Годом позже Джон Кей принял решение о распуске группы, а сам занялся сольными проектами, которые ему ничего кроме разочарования не принесли. Somebody wants you. Somebody needs you. Somebody loves you just the way you are. В 1974 году Кей предпринимает первую попытку реанимации группы. Но это было больше похоже на краткосрочное возвращение больного из небытия. Несмотря на выход вновь большого количества аудиоматериала неплохого качества, 1976 год завершился очередным распуском группы. Ничего удивительного, как мне кажется, в этом нет. Как бы хорошо ни играли Степенволф, все-таки его звучание полностью и безоговорочно принадлежит 60-м. В отличие, скажем, от Led Zeppelin или Jet Rotal, которые начинали приблизительно тогда же. Кей вернулся к сольной работе, а спустя некоторое время с удивлением обнаружил, что двое его бывших коллег гастролируют в заштатных клубах под вывеской Степенволф. Возмущенному музыканту пришлось в судебном порядке отстаивать права. В итоге третья попытка возрождения была предпринята в 1981 году. Эта попытка выпускает 4 студийных альбома, но былой славы вернуть не удается. Самое удивительное, что вплоть до 1996 года мало кто вообще предполагал, что группа с названием Steppenwolf все еще существует. Только после выхода альбома Feed the Fire, который неожиданно оказался очень успешным, прогрессивное человечество вспомнило о героях давно минувших дней. Джон Кей смог собрать под этот диск очень сильный состав, прежде всего гитаристов, и удивил слушателей очень свежим и бескомпромиссным звучанием. Последовавшие вслед за выходом альбома североамериканские гастроли сопровождались прямо-таки буйно-истерическим поведением публики. Тираж пластинки мгновенно полез вверх и достиг на сегодняшний день свыше 5 миллионов экземпляров. They're rocking this town for the time of their lives, wishing this night never ends. 14 октября 2018 года Джон Кей и Steppenwolf отыграли свой последний концерт. После 50 лет записей и выступлений группе пришло время уйти на пенсию. Трудно сказать, последует ли какое-либо еще продолжение проекта под названием Steppenwolf. Но ныне ясно одно. Группа навеки вошла в историю мирового рока, что и было документально зафиксировано в марте 1996 года, когда Степных Волков ввели в зал славы рок-н-ролла в Кливленде. И еще одно. Ежегодно, начиная с 1994 года, в Штатах проводится фестиваль под символическим названием Wolf Fest. Комментарии, я думаю, излишни. Достаточно сказать, что каждый выступающий коллектив обязан отыграть несколько композиций волков. Конечно, сейчас Джон Кей и его команда уже не те, что в конце 60-х, но их музыка того периода продолжает жить своей самостоятельной, независящей уже от ее создателей жизнью. Известно, что песни группы использовались и используются в 36 телепрограммах и 39 художественных фильмах, в том числе и в символе эпохи «Беспечный ездок». И все равно почему-то немного грустно. Все-таки в той музыке и у тех музыкантов гораздо больше искренней бесшабашности, или, если хотите, безалаберности, без которой были бы немыслимы ревущие 60-е. Надеюсь, что когда-нибудь
все-таки произойдет возвращение волшебной атмосферы тех лет. Вопрос только один: доживут ли до этого светлого часа те, кто когда-то все это начинал?